Всех я рад приветствовать, ребята, снова на канале Великий Манипулятор. Очень большое, огромное спасибо, что вы подписываетесь на мой канал, откликнулись на мой призыв, чтобы подписывались. Очень приятно, добавилось сразу 25 подписчиков буквально за 2 дня. Это очень круто, ребят. Спасибо за ваши комментарии. Очень много я учусь от ваших комментариев и тоже понимаю некоторые проекты. Также большое спасибо. Мы вкратце сейчас посмотрим биткоин, посмотрим криптовалютный рынок, немножко новостей, а также отвечу на один комментарий, оставил для меня один зритель моего канала. Итак, поехали, все по порядку. Для начала мы с вами рассмотрим биткоин. Итак, вчера произошел небольшой слив, довольно существенный, около 7-8% примерно. Ничего существенного не произошло, хотя никаких плохих новостей по поводу биткоина не было, но почему-то произошел вот такой небольшой у нас сливчик, хотя и был рост. Как мы видим, мы ударились четко в данный уровень, который здесь в районе 18 600. Практически сюда дошли, но сегодня пробили и немножко откупились. Что может дальше быть по биткоину, ребята? Мы можем увидеть, что на данной свече не было абсолютно откупа никакого. То есть сила покупателя была очень слабенькая, значит это может указывать на то, что мы можем пойти, ребята, еще немного ниже. Можем переписать даже данный лой. Поэтому у кого еще остались именно кэш, можете расставлять свои лимитки намного ниже на своих проектах, которые вы хотите именно покупать, ребята. О котором я всегда вам и говорил, что оставляйте хотя бы 40% именно своего кэша, чтобы вы могли ниже закупить свои проекты. Индекс страха и жадности, ребята, у нас вообще снова идет вниз, снова чрезвычайный страх уже около недели. Мы катимся снова вниз. Это указывает нам только одно, что чем больше страх, тем лучше для цены, что мы можем покупать определенные активы намного и намного ниже. Даже я покажу вам на своем криптопортфеле. Кто меня уже давно смотрит, я уже очень много об этом говорил, что я свой криптопортфель закупал именно 20 и 22 июня. Вот 20 июня, вот 22 июня, это примерно где-то вот здесь. И несмотря на то, что биткоин ушел ниже, у меня мой спекулятивный портфель, который я создал специально для вас, чтобы показывать вам, как я буду его разгонять, он все равно находится в нуле. Я уже его набил на $2479. Думаю, еще на $21 я докуплю его каких-то проектов. Наверное, Divide DX скорее, чтобы было ровно $2500. И в конечном итоге, в конечном результате я покажу, как с помощью небольшой такой суммы можно разогнать свой криптопортфель, о чем я вам очень хорошо расскажу буквально в следующем видео. Обязательно, ребята. Покажу, как я продавал и что я покупал. Дальше. По поводу ликвидаций. Очень много ликвидаций было лонгов, потому что все держат свои лонги, думают, что будет определенный рост по биткоину. Как мы видим, снова ликвидировала на $217 миллионов. А также произошла ликвидация сегодня уже на $67 миллионов. Почему сегодня также произошла ликвидация? Все надеялись, что будет очень хороший откуп биткоина и что мы, скорее всего, здесь получим хороший откуп и вернемся хотя бы в данную позицию обратно. Но, к сожалению, этого не произошло. И снова лонгистов побрили. Ничего страшного, побрили и лонгистов, побреем и шортистов. И мы с вами полетим вверх. Это обязательно. В прошлом видео, ребята, я говорил вам о Гелиуме. Давайте его посмотрим. Почему я обратил внимание его сейчас? Смотрите. Сегодня он пошел против рынка, то есть против биткоина, и начали его откупать. Кто-то у меня оставлял комментарий, что он продал по 4 с чем-то долларов Гелиум. Будь, пожалуйста, внимание, потому что, как мы видим, он пришел в район $3.20 и очень хорошо от него отбился сегодня. Посмотри за ним, понаблюдай несколько дней, посмотрим, что с ним будет дальше происходить. Эфир Classic очень себя хорошо показал, он у меня также есть в спекулятивном портфеле. За вчера и позавчера он дал довольно хороший рост. Давайте посмотрим все вместе. Он дал сюда около 34%, но потом слился вместе за битком. Рост у него произошел на хороших новостях, но также в его сторону есть и нехорошие новости. В частности, Чарльз Хоскинсон назвал Ethereum Classic мертвым проектом. Основатель Cardano раскритиковал Ethereum Classic, отметив, что проект не реализовал свой потенциал.
В ходе обсуждения перспектив добычи криптовалют с помощью GPU после перехода Ethereum на алгоритм Proof of Stake, один из пользователей напомнил, что Хоскинсон предложил ввести 20% налог на майнера Ethereum Classic. В ответ он парировал, что речь идет про фонд устойчивого развития сети. Комментаторы добавили, что этими средствами децентрализированно распоряжается сообщество. Ethereum Classic до сих пор вызывает у меня грусть от того, чем мог стать. Это мертвый проект, у которого нет цели или реально веских аргументов, чтобы существовать, кроме как назло. Не знаю, прав он или нет, но все-таки основатель Cardano, займись, пожалуйста, своим проектом, потому что очень много его уже покупали, ждут от него огромнейшего роста, которого ты всегда говоришь, но, к сожалению, мы стоим на месте. В то время хешрейт Ethereum Classic достиг исторического максимума. В преддверии активации ZMGRE в сети второй по капитализации криптовалюты, хешрейт Ethereum Classic достиг рекордного отметка согласно CoinMetric. Поэтому также на этих новостях Ethereum Classic начал позитивно и очень хорошо расти вверх. Инвесторы продолжают покупать биткоин, так как цена падает ниже 19 тысяч долларов. О чем здесь нам говорит? Что биткоин ненадолго упал до 9-недельного минимума в 18 917 долларов 6 сентября, вызвав всплеск покупок, в результате которого количество кошельков, владеющих от 1 до 10 биткоинов, выросло до более чем 750 тысяч. Предыдущий минимум был 3 июля 2022 года, когда цена достигла 18 780 долларов. Количество адресов, удерживающих от 1 до 10 биткоинов, неуклонно растет с тех пор, как цена BTC упала ниже 50 тысяч долларов в конце декабря 2021 года и начале января 2022 года. И вот такая метрика у нас здесь есть. Как мы видим, здесь поставлена точка как раз от 1 до 10 биткоинов, и мы видим, что количество адресов началось очень резко идти вверх. Это что показывает? Что даже такие хомяки, как мы, они наращивают свои объемы и пытаются удержать эту цену. Но, к сожалению, цену пока не могут удержать, нету хорошего откупа. Большие игроки, большие дядьки что-то замышляют, но это мы увидим буквально в ближайшие дни либо недели. Теперь я хочу ответить на один комментарий. Это я сделаю один раз. Больше на такие комментарии я отвечать не буду. То есть, возможно, я буду отписываться, но именно отвечать в видео я не буду. Я, возможно, сделал небольшую рубрику, чтобы отвечать на ваши вопросы, но для этого нужно еще больше сообщества, больше подписчиков, больше комментариев, больше вопросов. Тогда мы сможем сделать такую рубрику и вкратце сделаем такой небольшой монолог, в который я буду отвечать на ваши вопросы. Комментарий оставил мне Тарас, очень интересный комментарий. Я сейчас вам, Тарас, вкратце на него отвечу. Это касается данный кусок видео только для вас. Остальные можете его не слушать, если не хотите. Что здесь Тарас мне пишет? Неуважаемый, подчеркиваю, автор, очень нехорошо начинать свой канал с полива грязью других людей. Ничего хорошего тебе в этом не светит, как и другим криптоблогерам с гораздо большей популярностью. Если ты называешь Рафаэля плаксой, то, видимо, ты не знаешь обозначение слова плакса. Именно ты на нее и похож сейчас. Думаю, тебя, умника, просто забанили на его канале и скрыто ноешь как раз ты, создав свой канал как доказательство, что ты а-ля ничем не хуже. Но тебе, братец, как до луны, я не от подписчиков сейчас. Знаком с Рафаэлем лично, твердый духом человек, поэтому знаю, что говорю. Счастливо оставаться, уважаемый Тарас. Никого я грязью не поливаю, если внимательно вы посмотрите на мое видео и вы поймете, о чем я говорил. Если бы вы полистали вниз и прочитали некоторые здесь хорошие комментарии, здесь о нем как раз я отвечал также на подобный вопрос, только немножко лучше он был сформулирован. Никита Чепрасов здесь задал, чем Раф тебя обидел. Здесь есть ответ, и вот не буду вам зачитывать, сами можете его прочитать и понять, о чем я говорю. Никого грязью я не поливаю, Тарас, вы не знаете, наверное, что такое поливать грязью. Я показал факт и что произошло. И если более глубоко вы бы понимали, какую мысль я хочу передать своим подписчикам, вы бы поняли, о чем я говорю в данном видео. Никто меня не банил у него на канале, потому что данный мой канал «Великий манипулятор» создан только для одного контента, только для того, чтобы я мог передавать свои знания тем, кто меня слушает,
а также с помощью комментариев, которые здесь оставляют, также я мог учиться. И все, я не подписан ни на одного подписчика своим каналом. У меня есть другой аккаунт на YouTube, и через него я уже подписан на других криптоблогеров, а также другие познавательные каналы. Потому что здесь есть и Юрий Ханин, извиняюсь, если неправильно читаю фамилию, дал хороший комментарий. Также здесь есть Арслан, также дал хороший комментарий по поводу Гельма. Также Сидорин Станислав также дал хороший комментарий по поводу Гельма. С помощью данных комментариев я также больше узнаю о определенных проектах. Это, Тарас, вам ответ на то, для чего я создал данный канал. Вы просто, Тарас, вы еще не знаете, как могут другие криптоблогеры поливать грязью в определенных комментариях. Я не раз писал, даже показывал, где что было неправильно сказано или показано определенными криптоблогерами. Вы бы видели, что отвечают эти криптоблогеры. В частности, также ваш Рафаэль. То хотят меня хейтить, либо писать какую-то непонятную для меня ерунду. Можете писать что угодно. Такие видео я больше создавать не буду. Я только буду отвечать на определенные вопросы, которые интересуют моих подписчиков. Поэтому можете хейтить. Когда я создавал данный канал, я понимал, что меня ожидает. Я понимал, что я буду получать подобные комментарии и еще хуже комментарии. Поэтому в этом нет ничего страшного. Я сам по себе человек довольно позитивный. На многие комментарии, которые негативно написаны, я реагирую с большой улыбкой и сохраняю позитивный настрой, чтобы заряжать своих подписчиков также позитивом, чтобы они не падали духом, а наоборот получали максимум позитива от криптовалютного рынка, от того, что мы можем заходить в определенные проекты, торговать на споте, увеличивать объем и получать в будущем хорошую прибыль. Так что на этой хорошей позитивной ноте, ребята, я всем желаю хорошей рабочей недели, и скоро мы с вами встретимся и будем разбирать мой портфель спекулятивный. Я вам покажу и расскажу, что я сделал и как мы будем увеличивать объем нашего криптовалютного портфеля. Всем спасибо за просмотр, за подписку, ребята. Всем хорошего настроения и позитива. Не вешайте нос, поднимите вверх, потому что не в далеком будущем биткоин скоро полетит а-ля высоко. Всем прекрасного дня, всем пока.